Ой, трещит. Ну подожди, горячая еще подожди. Налопался. Все влезло, как обычно, да, все нормально. Молодец. Всем привет, друзья! Мы с Карлосом приближаемся к хижине рыболова. Так я решил назвать наше строение глиночурку, потому что глиночурка как-то не звучит, ухо немного режет. Да и, наверное, многие не знают, что в принципе глиночурка, что это такое. Что это строение из глины и чурок. Если быть точнее, то из поленьев, уложенных на глиняный раствор. В общем, придумал я вот такое новое название — хижина рыболова. Оно не окончательное, не утвержденное, поэтому если у вас есть мысли интереснее, буду рад почитать их в комментариях по поводу названия нашего убежища для рыбалки. Зима у нас уже идет, можно сказать, полным ходом. Я растянулся, но это потому, что уже прошел километров 7-8, наверное. А сейчас приблизительно 10 градусов мороза. Утром, когда выходил, было минус 14. Карлос вообще не хотел идти на прогулку. Но как-то я засиделся дома. Делать нечего. Смотрел ютубчик, но что-то совсем ничего интересного, ничего нового. Политика тоже все одинаковое, все однотипное, все друг друга переговаривают. Искусственный интеллект, конечно. Раньше это были мультики, сейчас уже фильмы и новости от интеллекта уже практически невозможно отличить от обычного человека. И это бесплатные программы интеллекта, которые это все делают. А те, которые за деньги, там настолько интонация и картинка, что наверняка мы уже смотрим какие-нибудь новости и даже не подозреваем, что это все сделано искусственным интеллектом и ничего живого там нет. Вот. Скорее всего, скоро, в ближайшие годы буквально заполонит это все интернет, телевидение. В общем, решил хоть немного побороться с искусственным интеллектом, поконкурировать и выйти заснять видео для своих зрителей. Да, такой морозец уже несколько дней, третий день, такой ночью за 10 мороза и днем небольшой мороз. И сегодня ночью ветра практически не было, так что есть шансы, что водоем был спокойный, без волны и вполне мог стать лед. Я уже с нетерпением жду, когда спущусь к водоему, чтобы посмотреть отсюда сверху
далековато не видно, но во всяком случае шума волны точно нет. Ну вот и прибыли. Хижина на месте, не развалилась и не сгорела. Хотя мы последнее время оставляли в печке несколько хороших бревен, чтобы дольше прогорала и больше просыхала кладка. Так, но мне сейчас более интересно, что же со льдом. Ну, то, что он под берегом будет, я не сомневался, потому как я уже говорил, ветра сегодня ночью не было. Отсюда сразу не поймешь, то ли есть вода, то ли все лед. Так, трещит, но я знаю, что здесь по колено, так что не утону. Почти установился, но видно, что блестит вода, полностью не замерзла, как ни странно. И у меня уже нет сомнений. Я помню, когда я здесь долгое время находился и наблюдал прямо, как устанавливается лед. И было такое, что ночью был мороз тоже такой около 20 градусов. И днем потом тоже морозец, тоже там 10-15 был. И я выхожу, а гуляет волна. Я не сомневался, что после такого мороза будет замерзший лед. А самое главное, что накануне, перед этим вечером, уже был вот такой вот лед. Ну, вот как я сейчас хожу, то есть сантиметра 3, 4, 5 уже вот держал. Потрескивает, но держит меня. И я думал, что все, теперь вот ночью такой морозяка был, однозначно уже. Причем был по всему водоему, даже не было вот таких открытых мест. Полностью все было затянуто. И я не сомневался, что за ночь намерзнет еще там сантиметров 5-7. И уже будет лед, по которому можно будет ходить и рыбачить. Но как это неудивительно, утром я увидел волны. Вообще не понимаю, как это произошло, как он поломался весь. Видимо, где-то был сильный ветер, разыгралась волна и его поломала. Ладно, пойдемте. Как я уже там забыл, в хижину рыболова. Скорее бы уже ее использовать по назначению, чтобы приехать на рыбалку, наловить рыбки, а здесь растопить печь, приготовить вкусный обед, ужин. Вот. И на следующий день снова с утра на рыбалочку. Карлос, заходи, пойдем. Пойдем. Что? Лови мышей, видишь, он на хозяйничали здесь. Сейчас растопим печку, согреешься. Угу. Иди пока побегай. Да, сейчас первым делом печку, не волнуйся. Давай. Да, вода полностью промерзла в баклажке, а вот в землянке тепло держалось намного дольше. Я мог не быть там пару недель зимой, и вода все равно не замерзала, потому что полностью была засыпана землей. Дровишек я в прошлый раз заготовил, поэтому сегодня без пилы налегке. Пишут, что сильно большая печка у вас. Так это и есть большой ее плюс. Во-первых, большая площадь отдает тепло очень быстро. Во-вторых, можно огромные бревна туда положить
Не нужно их сильно колоть и пилить. Да, Карлос? Залазь, можешь погреться пока. Вот. А если сильно жарко, так никто не заставляет сильно много туда дров забрасывать. Так что единственный ее минус — это что занимает много места. А еще плюс большой печки, то что можно месяцами не выбирать из нее золу, пепел. Место она совсем не мешает и перегорает со временем все угли, которые там остались. Сначала побольше мелких и сухих дров, чтобы хорошенько разогрелось. А дальше уже можно будет крупные для долгого горения. Ну все, печка быстро раскочегарилась. Горит практически теперь без дыма. Тяга хорошая. Теперь можно брать дровишки покрупнее. Вроде бы и дровишек нормально так подкинул, а печь практически пустая. Так что можно загрузить, поддувало полностью прикрыть. Нужно будет тут взять шнур асбестовый и дверцу законопатить. Из нее много подтягивает воздуха, и поэтому печь чересчур сильно разгореться может. Да, еще говорят, что печь большая, а домик маленький. Ну, не могу я спорить. Да, домик небольшой, домик маленький. Но если его делать в 2 раза больше, например, то и времени уйдет примерно пропорционально больше. А тут и так вот не успеваю никак. Юра помогает. Юра сегодня занят. Нет у него возможности прийти. Поэтому мы вдвоем с Карлосом. Вот. Ну, домик. Домик можно расширить когда-нибудь при большом желании. Но в принципе, с какой целью? Это для того, чтобы прийти переночевать на рыбалке. Вот. Не нужны какие-то хоромы. Вот так, мое мнение. Карлос, да не дрожи, уже сейчас тепло будет. Иди побегай лучше. Когда бегаешь, тебе не холодно. Вода замерзла и в реке, и в баклажке. А Карлосу нужно приготовить еду. Пойду сейчас разбивать лед, чтобы набрать воды. Да и себе тоже буду готовить обед.
Тут и проснулся, рано еще. Отдыхай. Забрасываю, она все пустая. Сегодня я налегке взял с собой кусок картона, как и раньше буду подшивать потолок. В общем, мысль у меня такая: все вот эти листики, они спрячутся под картоном. Вот так вот я подсуну под вот эти вот рейки. И когда будет полностью все закрыто, можно будет брать уже высохший камыш. Сейчас я пробовал срезать, но там почему-то очень тонкий лед именно возле камыша. Там, где я подходил к лунке набрать воду, там более-менее еще стоять можно, сантиметра 4 лед есть. А возле камыша тоньше, и можно провалиться, промочить ноги. Вот. Поэтому уже в следующий раз, или когда будет возможность, в общем, по льду легко будет срезать камыш. Сейчас он сухой, и вот эти листики от него отделяются намного легче, чем когда он зеленый. Кстати, не пойму, почему так. Вот здесь камыш не сохнет, хотя тепло, типа топим же. Не все желтые листики, есть и зеленые. А там на реке он полностью высохший, полностью желтый. Не знаю, почему так произошло. Так вот, буду собирать камыш уже без листьев, именно стержни. И вот так степлером прибивать к рейкам. И будет как, помните, вот этот, как его называют, бамбук. Есть такие бамбуковые маты. Ну и всякие разные изделия. Ну, короче говоря, вот типа из бамбука будет. Не знаю, насколько это получится, но в любом случае, мне кажется, это будет. Ух ты, мышь. Такой прямо бурундук здоровый на улице побежал. Вот. Такие вот планы. Что вы насчет этого думаете? Ну вот так довольно быстро получается подложить картон. Он будет немного тепло удерживать, и не будут падать всякие листики, и когда там мыши вошкаются, лазят, чтобы не сыпалось ничего вниз. Хотя, конечно, в прошлом походе мы ему тут устроили, закрыли трубу, и дым здесь был весь в помещении. Потом чумные мышки лазили. Вот, что их можно было выгонять так за хвост и на улицу. Вот. Попробую немного позже срезать несколько камышей. Ну и попробовать. Степлер я с собой взял. Как оно будет прибиваться, как смотреться. Я думаю, будет классно смотреться. Ну а пока буду готовить обед. Класс. Ты согрелся? Я уже, да.
Ну что, хижина проходит испытания первыми морозами. Окна, я уже не сомневаюсь, что это нормальное решение, ничего страшного. Будет тепло зимой в мороз. Потому как сейчас, кроме как окон, вы видите, все так же стен еще нет. Двери постоянно Карлос бегает, оставляет там отверстия, то снизу, то сверху. Здесь тоже везде открыто. Вот, то есть не пристрелено. Ну, в общем, отверстий сколько угодно. Вон сквозные, сверху. То есть еще хватает работы. Но по окончанию строительства, я думаю, что вообще никаких проблем с холодом не будет. Сильно зажаривать не буду, так как я за здоровое питание. Сейчас сразу добавляю печенку и пусть потихоньку тушится. Пойдем, Карлос, помоем руки. Пойдем. А то я знаю, тебя оставлять наедине со сковородкой не стоит. Ух ты. Вышли помыть руки, а там стая лебедей. Не знаю, будет ли видно. Далековато они. Карлос. Иди, попей водички. Да, последний клочок воды остался, где птицы смогли приземлиться. В последнее время они непонятно, то улетают на юга, то остаются здесь зимовать. Часто очень стали оставаться. Но бывает так, что все реки закрываются льдом, и им вообще некуда приземлиться. Видно, то утки гнездятся где-то в лесу на деревьях, так необычно, непривычно. Карлос, смотри, там не хулигань. Так, я вот что заметил. Кладка, где была влажная, еще не высохла, то сейчас после мороза она прямо, обсыпается легко. Руки только помыл. Вот так вот. Стала не крепкой. А та, которая высохла еще до морозов, та плотная, крепкая, не осыпается. Вот. Еще посмотрел возле трубы. Тоже она как бы замерзла. И такое ощущение, как будто высохла. Стала белая такая, как высохшая. Но здесь, возле трубы, она отогрелась. И снова стала мокрой и влажной. Получается, мороз полностью влагу не вытягивает из раствора. Все-таки она там еще остается. Потом размораживается и опять склеивается. Я думаю, что ничего страшного не произойдет с кладкой. Дома я уже сделал заготовки, чтобы расширить и удлинить кровать. И еще сделал такой столик, тоже из старого шкафа. В общем, он такой высокенький будет, прямо под эту полку. Пошире вот сюда будет выходить. И там будет несколько полочек разных. Вот. Причем как-то непонятная ситуация приключилась у меня при изготовлении. В общем, я вырезал его лобзиком. Лобзик поломался в какой-то определенный момент. И дальше мне пришлось резать. Он еще какое-то время резал кривенько, косенько. И мне приходилось вот этой вот болгаркой с наждачным кругом выравнивать это все дело. Вот. И потом на болгарку еще поставил такой диск по, вы поняли, с зубами. Как по дереву, короче говоря, диск на пилораме как. Вот, и уже им я распускал это ДСП. Но самое главное, когда вот шлифовал этой наждачкой кругом, подымалось много мелкой пыли, а там и лак,
и всякие клея, которые внутри опилки эти склеивают. И, видимо, ну, ничего хорошего в составе их нет. Короче говоря, я надышался немного этим. Не было у меня респиратора. Вот. И на следующее утро встал, плохо себя чувствую, температура, померил 38, к вечеру 39. Вот. И на следующий день то же самое. Утром встаю 39, целый день 39. Вот, короче, 2 дня высокая температура. На следующий день 36,4. То есть уже организм типа ослаблен после. В общем, проболел ровно 2 дня. Третий так отходил, и на четвертый уже все в порядке, болезнь закончилась. То ли какая-то аллергия на эту пыль, то ли какое-то воздействие, не знаю, какой-то компонент, который там был, вот так подействовал. Болело только горло немного так першило от этой вот пыли. Как-то мне написали в комментариях, мол, хорош про свои болячки там рассказывать, вечно больной, кому это интересно, ну в таком духе. Ну думаю, да, действительно, наверное, это никому не надо. Ну, я ни в коем случае не жалуюсь, просто хотел как-то на своем опыте передать, может быть, у кого-то подобные болезни, и чем-то я могу подсказать, кто-то другой может мне подсказать. В общем, подумал я, да, не буду больше поднимать эти темы о здоровье, а потом посмотрел в аналитике канала, и там показано, какой возраст больше всего зрителей. Короче говоря, 60 плюс возраст больше всех, 25%. Ну, потом 30 плюс, 40 плюс, 50 плюс. То есть все люди взрослые уже смотрят. Молодежи практически нет. Там, то есть до 18 лет там буквально 1%. И я подумал, ну, коль такое дело, в принципе, люди после 30, ну, после 40, наверное, уже многие начинают задумываться о своем здоровье. У кого-то уже вылазят свои болячки какие-то. И я так подумал, из-за какого-то там комментария не собираюсь я прекращать. Это может помочь. Во-первых, у меня нестандартные подходы к здоровью, к своему личному. Я ни в коем случае никому не рекомендую, пока я не буду уверен, что мои действия, они приведут к оздоровлению и никому не навредят. Будь то голодание или какие-то другие там прогулки, пробежки, ходьба. Я считаю, что ходьба это безусловно очень полезно. Но когда результат будет у меня, я скажу, что я вот полностью там излечился от того, что вот мне необходимо менять клапана на сердце, а я путем своих пробежек там и еще каких-то там занятий избежал операции. И вот. И оно, в общем-то, в какой-то степени бывает, ну, временами помогает, то есть проходит стенокардия, все, сердце не болит, и я думаю, вот это здорово. Неужели все в порядке будет? Ну, оно и так, главное верить, что будет все в порядке, поэтому и так все будет в порядке. А потом раз и опять где-то что-то понервничал где-то и опять начинает. Короче, все, пока на данном этапе я завязываю с этими оздоровительными разговорами. А когда уже я четко буду понимать, что к чему, обязательно сделаю отдельный видосик, расскажу о том, как я излечился от своих болячек. Возможно, это кому-то поможет. Ну вот, Карлос, все растаяло. Так намного быстрее, чем ждать, пока самостоятельно размерзнется, разморозится. Так, добавляю специи заготовленные. Ну и все, минут 20 и будет готово. Так, Карлсончик, готова твоя еда. Да и моя тоже. Только тебе нужно, чтобы остыла. Так, ожидай пока еще чуток. Так, Карлос, ты потерпи чуть-чуть. А я, пожалуй, начну. Пахнет.
Еще 5 минуток и будет тебе. Так, ну всем приятного аппетита. И тебе, Карлос, тоже сейчас будет приятного аппетита. Не переживай, не переживай. Где ешь? Ну подожди, горячее еще подожди. Никто не заберет. Пошли. Говорю, никто не заберет, пойдем. Полную сковородку я, конечно, съесть не смог, поэтому отложил судочек, заберу домой. Опа. Не спеши, Карлсончик. Пойду помою сковородку. Я не сомневался, что Карлос справился и уже отдыхает. Налопался. Все влезло, как обычно, да? Все нормально. Молодец. Ты что подскочил? Ты что, не наелся? Нет, это мое. Это домой. Видно, как отходит от мороза раствор. Он был полностью белый, как будто высох. Как вот здесь. Вот здесь твердый. Высох уже давно. А вот здесь он снова стал, ну не то чтобы мягкий, но он стал мокрым. Да, мокрый. Вот здесь явно мокрый, еще мягкий. Друзья, расскажу вам теперь рецепт неимоверно вкусного, но довольно сложного приготовления блюда. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. 1 луковица, 1 морковка, немного специй и полкило куриной печенки. Но основным моментом приготовления нужно пройтись по лесу километров 10 в одну сторону. Потом приятно покушать и вернуться обратно. Но в процессе еще посмотреть, как замерзает, устанавливается лед, растопить печь, погреться на морозце. В общем, как-то так. Как по мне, рецепт замечательный. Уже темнеет. Немного я не уложился по времени. Как вы поняли, ночевать сегодня я не планировал. Но придется добираться по лесу по темному какую-то часть пути. Потому что уже начинает темнеть. Это происходит буквально на глазах очень быстро. В общем, буду с вами прощаться. Всем мира, добра, здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Карлос тоже доволен. Замерз немного, конечно. Но в общем доволен. Кто-то здесь накопал. Я совсем забыл. Я ведь хотел снять фотоловушку. Смотрю, здесь только накопано именно перед ней. Такое ощущение, что ее пытались атаковать.